Знаете, что меня бесит Hearts of Iron 4? Скриптованность. Ты уже на третьей партии знаешь, что Германия нападет в этот момент. Франция сложится как картонный домик, а к середине игры вообще начинается рутина. Тупо перекатываешь свои танковые дивизии по карте, пока ИИ тупит в обороне. Никаких неожиданностей, никаких реальных последствий твоих решений. Просто заскриптованная игра, где ты уже все знаешь наизусть. Но сегодня я покажу вам игру, которая ломает эту систему и которая на самом-то деле неплохо так хайпится сейчас. Самое главное, она реализует все то, чего так не хватает в Хойке. Живой мир, который реально реагирует на твои действия, страны с собственными интересами и события, которые невозможно предугадать. Встречайте PAX History. Давайте посмотрим, что это такое. И раз мы уже говорим про 20 век, давайте проверим эту игру на классике. Я загружаю сценарий Второй мировой войны на пороге самой кровавой войны в истории человечества. И знаете, за кого я буду играть? Правильно, за Советский Союз. В Хойке я уже знаю все наизусть. Молотов-Риббентроп, 41 год, Барбаросса, дальше танками до Берлина. Скучно, предсказуемо, заскриптовано. Но здесь ИИ не знает сценария. Здесь Гитлер может передумать. Здесь Сталин — это я. И я могу повести Союз совершенно другим путем. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, я объединюсь с немцами и пойду на Британию, а может, нападу первым. Или вообще устрою мировую коммунистическую революцию через дипломатию. Хрен знает. И в этом вся прелесть. Поехали. Ребят, сколько можно переплачивать комиссии при пополнении Стима? Обычно мы отдаем посредникам по 10, а то и 20% от суммы. Хватит это терпеть. Смотрите, есть купи-код премиум. Это настоящий чит на бабки. Вы платите всего лишь 300 рублей фиксированно и все. После этого все ваши пополнения Стима проходят вообще без комиссий. Хоть 100 раз пополняете, 0% переплаты. Работает моментально. Баланс пополняется за секунды. Сервис проверенный. Через них прошло уже более 30 миллионов операций. А если подписка не нужна, ее можно поставить на паузу или отменить в 2 клика и вернуть бабки. Также благодаря купи-коду можно достать заблокированные игры в вашем регионе. Здесь огромный выбор. И новинки, и проверенные временем игры. Можно взять ключом или гифтом. Даже то, чего нет в прямом доступе в самом Стиме. Но сервис лично отвечает за каждый заказ. Никаких рандомных продавцов. Ссылку я оставил в описании. Она там самая первая. Жми. Используй мой промокод для бонусов и играй в то, что нравится. И вот он, дивный новый мир. Советский Союз, 1935 год. Мир, где твой выбор реально роляет. Открываю карту, смотрю на Европу, и тут мой взгляд падает на вольный город Данциг. Этот маленький городок между Германией и Польшей. Классическая пороховая бочка в истории. В реальной истории, кстати, именно из-за него началась Вторая мировая, как мы знаем. И я подумал, а что если я его, приберу к рукам? Аккуратно, по-сталински. Никакой агрессии, никаких ультиматумов, чистая дипломатия. Пишу им предложение, мол, ребята, мы видим, что вы зажаты между Польшей и Германией. Обе страны на вас смотрят голодными глазами. А что, если Советский Союз возьмет вас под защиту? Инвестиции в экономику, военные базы для вашей безопасности, полная поддержка. По сути, я предложил им стать моим сателлитом, но красиво упаковал это как заботу о независимости. Отправил запрос и стал ждать. И вот тут начинается магия. Я понятия не имею, что мне ответит ИИ Данцига. Согласится, пошлет, попросит больше бабок, а может сразу побежит жаловаться Гитлеру. И как вы видите, Данциг согласился. Смотрю на ответ и не верю глазам. Они реально купились. Пишут, нам нужны гарантии ненападения, масштабная модернизация порта и признание нашего полного суверенитета. Я им в ответ, разумеется, мы построим военные базы на вашей территории. Вы согласны? И мы, кстати, дадим еще больше автономии коммунистам. Данциг немного подумал и выдал. Мы принимаем условия по базам в обмен на защиту и порт. Политическая автономия для коммунистов возможна, если это не нарушит наш нейтралитет. Ждем инвестиций. Я такой, да, бро, принимаем инвестиции. Все, Данциг теперь фактически наша марионетка. У меня там военные базы, коммунисты получили наконец-таки зеленый свет, порт модернизируется под мои нужды. А самое прикольное, я это сделал без единого выстрела за пару сообщений. Просто предложил защиту и бабки. В реальной истории из-за
Данцига началась Вторая мировая война, а я его тихо прибрал к рукам через дипломатию буквально за неделю игрового времени. Но не думайте, что в этой игре все дается легко и просто. Здесь любое твое действие реально имеет последствия и не всегда хорошие. Буквально через пару дней после моей сделки с Данцигом прилетает событие протесты в Польше. Правительство в Варшаве резко выразило протест против военного присутствия Советского Союза в Данциге, заявив, что это нарушает международный статус города. Поляки в бешенстве. Логично, я только что поставил свои военные базы у них под носом. Ладно, думаю, ну поляки, подумаешь, а потом приходит второе событие – реакция Берлина. Министерство иностранных дел Германского рейха назвало действия Москвы провокационными. Гитлера. Напряженность в этом коридоре растет, пока Берлин не заметен в порту. И вот тут я понял одно. Сложность. ИИ реально не тупой. Он реально просчитал геополитику. Данциг для Германии — это ключевой пункт, где живут немцы. Гитлер хотел его вернуть. По сути, я сам себе создал проблему. Теперь у меня натянутые отношения с Польшей и с Германией, причем одновременно в 1935 году. В Хойке такого бы не было. Там события идут по расписанию, а здесь мир живой, и за каждый свой шаг приходится отвечать. Я такой, ладно, думаю, надо разруливать ситуацию. Решил напрямую поговорить с Польшей. Может, договоримся по-хорошему. Пишу им. Приветствую, Польша. Как вы видите, Данциг попал в нашу сферу влияния. Что вы думаете об этом? Жду ответа, и Польша выдает. Варшава крайне обеспокоена. Ваше присутствие в Данциге подрывает статус города и угрожает нашим интересам в коридоре. Это провокация. Я такой подумал и решил пойти на компромисс. Пишу им. Предлагаю сделку. Предлагаем компромисс. Я могу ослабить поддержку Данцига, но взамен прошу литовский регион. Он перейдет к нам, ибо у нас есть претензии, но мы сохраним поддержку польского населения и вместо агрессивности против вас будем торговать и заключим пакт о ненападении. По сути, я предложил им, я немного отступлю от Данцига, но вы отдайте мне кусок своей территории, Брест. И знаете, что мне ответила Польша? Это неприемлемое требование. Уступка Бреста недоступна для суверенитета Польши. Мы не отдадим территории ради туманных обещаний мира, пока вы угрожаете нашим границам из Данцига. Польша послала меня просто жестко и по делу. Они не купились на мои красивые слова про пакт о ненападении и торговлю. Они реально оценили ситуацию. Я сижу в Данциге с военными базами, требую их земли и при этом обещаю дружбу. Конечно, они отказали. Вот это и есть живая дипломатия. И не тупой NPC, который соглашается на все. Он реально защищает свои интересы. Здравствуйте, многоуважаемые литовцы, с вами общается Советский Союз. Итак, я хочу, чтобы вы знали, мы взяли под свою оборону Данциг, мы защищаем его от Польши и от Германского рейха. Как вы знаете, ваша страна тоже очень и очень маленькая. Рейху не составит никаких проблем вас пронести. То же самое, что и Польше. Что мы предлагаем? Заключить торговое соглашение с вами, заключить пакт о ненападении, то есть мы на вас не нападем ни в коем случае, но при этом мы также готовы инвестировать в вас. Мы построим у вас гражданские фабрики, военные заводы, но при этом разместим свой воинский контингент, и вы дадите автономию многим коммунистам в вашей стране. Я понимаю вашу обеспокоенность, но не переживайте. Зачем нам тогда с вами заключать пакт о ненападении и присылать свои инвестиции, если мы хотим на вас напасть? Я просто хочу, чтобы нашим войскам и возможным русским, украинским, белорусским жителям на территории Литвы жилось хорошо. Ну, типа со времен Российской империи. Поэтому я предлагаю, что вы согласитесь на наши требования. Мы ведем нормальный воинский контингент и начнем планирование строительства совместных проектов. Ну, как вы понимаете, сила дипломатии у меня выкручена на максимум. Литва согласилась, вот так просто. Польша меня послала, а Литва приняла не все условия, поторговались мы с ней, но теперь у меня еще один, можно сказать, союзник в Европе, причем без единого выстрела. Дальше я решил ускориться. В этой игре одна крутая фишка. Можно отправлять запросы голосом, прямо в эфире, комментируя свои действия. По сути, ты просто говоришь в микрофон, что хочешь, например, отправить какой-то стране сообщение, и игра преобразует это в дипломатическое сообщение. Экономит кучу времени, не надо каждый раз печатать простыни текста. Приветствую наши партнеры по Данцигу. Польша, прикиньте, Польша возразила, они хотят видеть в составе своей страны. Вы прикиньте, что они нам сказали по дипломатическим каналам. Поэтому я считаю важным, чтобы мы вас дополнительно
укрепили, я хочу прислать еще больший воинский контингент, и мне нужно дать возможность управлять вашими войсками, то есть чтобы они подчинялись советскому командованию. Таким образом мы сделаем Данциг еще безопаснее. Вы, ребят, прикиньте, Данциг полностью сдался. Ну как, он поверил нашей ложи, скажем так, потому что Польша не собирается нападать Данциг, а так как мы с Данцигом уже друзья, инвестируем, они согласились. Теперь у меня не просто база там, я контролирую их техоборону. Данциг, по сути, превращается из вольного города в мою военную марионетку. И также мы еще начали строительство укреплений в Данциге. Сами наши политики договорились, сами начали строительство укреплений и блокаду флота Польши. То есть это офигеть, это просто вау. И вот что еще важно сказать. После каждого твоего действия, да что там, даже без твоих действий постоянно происходят события. Смотрите на экран, хронология буквально живет своей жизнью. 12 декабря 1935 года эфиопский кризис, битва при Амбарадам. Италия усиливает давление. Генерал Пьетро Бадольо санкционировал массированные бомбардировки. 13 декабря этого же года дипломатический демарш Польши. В ответ на размещение советских войск в Литве и Данциге Польша объявила о частичной мобилизации приграничных округов. Польские дипломаты в Лондоне и Париже запрашивают подтверждение гарантий безопасности в случае агрессии. 14 декабря тревога в Берлине. Германское руководство крайне недовольно большевизмом при Балтике и Данциге, то есть в Литве и Данциге. Адольф Гитлер провел совещание с генералитетом, обсуждая угрозу с востока. Вдоль границы с Пруссией начато перемещение частей вермахта. Вы просто, вот я думаю, вы все это чувствуете, смотря этот ролик. Мир живой. Италия воюет в Эфиопии. Польша мобилизуется из моих действий. Гитлер нервничает и двигает войска границы. И все это происходит параллельно, логично, взаимосвязано. В Хойке события, бляха-муха, повторюсь, и тут по расписанию. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. А здесь каждый день что-то происходит, и ты не знаешь, что будет дальше. Это максимальное погружение. Польша, то, что вы привели свою армию на границе Данцига, очень сильно нас беспокоит. Вы же понимаете, что в случае вашей военной агрессии советская Красная Армия сотрет вас в порошок. Поэтому я предлагаю вам меры дислокации. Вы бы лучше беспокоились о Третьем Рейхе, который также приводит войска к восточной своей границе. Поэтому прошу вас, пожалуйста, уведите свою армию от границ Данцига, потому что Данциг это теперь просоветская территория, и любая агрессия в ее сторону будет восприниматься как акт войны против Советского Союза. Я предлагаю Польше, как и Литве, как и Данцигу, возможность защититься от Третьего Рейха. Вместе мы сможем победить этого промышленного гиганта. Что я предлагаю? Предлагаю впустить Советский Союз на свою территорию и дать возможность в ваших самых западных регионах по типу Познания и не только построить военные базы Советского Союза. Таким образом мы покажем Третьему Рейху, что сюда суваться не надо. Блядь, они что сказали? Ваши прямые угрозы стереть нас в порошок, вызывающие требования разместить советские базы в Познане, лишь подтверждают обоснованность наших опасений. Фига они умные. Поморье останется на своих позициях, обеспечивая безопасность польского коридора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, ладно, ничего. Подумаем, что с ними можно еще сделать. Приветствую вас, Соединенные Штаты Америки. Знаю, что у вас сейчас такой период тяжелый, конечно же, в стране, но мы готовы к совместному, скажем так, производству ресурсов на территории Аляски. Как вы знаете, Аляска ближе к нам, чем к вам. Мы ни в коем случае не претендуем на этот регион. Мы хотим устроить долгосрочные экономические промышленные проекты. Аляска богата природными ресурсами, и мы готовы инвестировать, привести своих рабочих, ученых, чтобы найти эти месторождения и заключить с вами торговое соглашение на долгие годы вперед. Так, интересно, что они скажут. Они скажут, что типа вы охренели, черты, вы куда-то позарились на нашу Аляску, или они согласятся на торговое. Как Трамп и Путин сейчас типа на Алясочке там хотят тоже возделывать ресурсы, там в Сибири где-нибудь. Также и мы будем. Сталин и кто там, я не знаю, кто там сидит в этой Америке. Приветствуем вас, Советский Союз. Мы ценим ваши предложения об инвестиции в экономику Аляски, особенно учитывая непростые времена, которые переживает наша промышленность. Идея разработки природных ресурсов заслуживает внимания, однако вопрос о массовом прибытии ваших рабочих и ученых является крайне чувствительным для Вашингтона. Так, мы готовы рассмотреть заключение долгосрочного торгового пакта и экспорт технологий, но разведка недр должна оставаться под нашим строгим контролем. Так, они, короче, не хотят, чтобы наши эти ученые и рабочие были на Аляске. Давайте найдем компромисс, Соединенные Штаты Америки. Я понимаю, почему вы не хотите, чтобы мы искали какие-то природные ресурсы. Я предлагаю, чтобы наши ученые и рабочие вошли в состав ваших поисковых групп.
То есть таким образом мы совместно будем разрабатывать природные месторождения, и вы не рискуете ничем, скажем так. То есть это наоборот будет быстрее, поэтому я бы хотел заключить такое вот соглашение. Ну вот, Италия, дорогой мой друг, я вижу, что вы делаете в Эфиопии, и в отличие от всех возможных стран Европы, я считаю, что вы делаете правильные вещи в Эфиопии. Нужно расширить свою сферу влияния. Я понимаю, почему для вас это важно. Потому что все контролируется вокруг Соединенным Королевством. Мы хотим предложить вам нашу помощь в этом деле, но взамен просим вас не применять химические атаки по территории Эфиопии и ничего такого. Мы можем предложить дипломатическое урегулирование между Эфиопией и Италией, где вы будете в выигрыше. И не нужно терять больше солдат ни той, ни той стороне. Как вы на это смотрите? Я не знаю, ребят, эта игра просто бомба. Я просто на ходу сочиняю историю. То есть вот просто я чувствую свободу в выборе. Приветствуем Советский Союз. Нам приятно видеть понимание наших национальных интересов в Восточной Африке со стороны Москвы, особенно на фоне лицемерного давления Лиги наций. Италия стремится к быстрому триумфу и установлению порядка в регионе. Мы готовы рассмотреть ваше дипломатическое посредничество, если оно обеспечит полное признание итальянского суверенитета над Эфиопией. Приветствую вас, многоуважаемый страдальный народ Аддис-Абебы, эфиопцы. Я знаю, что у вас происходят какие-то тяжелые военные столкновения с Италией, и как Советский Союз, как самая крупная страна в мире, мы готовы поддержать вас в этом нелегком деле. Я уже связался с Италией, и при моем дипломатическом посредничестве я смогу сохранить вашу независимость, но при этом и не допустить большой потери ваших солдат. Но придется пойти на уступки, вы сами понимаете. Италия, я поговорил с Эфиопией, они готовы при моем дипломатическом посредничестве покончить с этой войной. Что я предлагаю? Понятное дело, вы должны получить контроль над Эфиопией, но я предлагаю оставить хоть какую-то часть Эфиопии де юре независимой, но по факту там будут ваши войска и ваши военные базы. Таким образом, Эфиопия полностью не исчезнет с карты и будет под вашим контролем. А все остальное, все остальные территории вы можете, скажем так, распоряжаться ими как захотите. Ваше предложение создания протектората — разумный компромисс, который позволит Риму утвердить свое доминирование, сохранив лицо перед Лигой наций. Мы согласны на создание формально зависимого государства под нашим полным контролем и размещение баз во всех ключевых точках. Если Хайли Селасси признает верховенство Италии, мы готовы прекратить наступление и перейти к административному строительству итальянской Восточной Африки. Ждем от вас финального проекта договора. Эфиопия, я поговорил с Италией, они согласны на мое требование, на мой посреднический потенциал. Смотрите, чтобы война остановилась прямо в этот день, вам нужно увести войска. Но не спешите меня перебивать. Вам нужно увести войска, дать понять Италии, что вы готовы не сдаться, а именно заключить мир. Мы в Аддис-Абебе подпишем договор, по которому Эфиопия сохранится как независимое государство, но с военными базами Италии, а также итальянским контролем над вами. Но это у нас будет де юре. Де-факто вы будете сами по себе. То есть такой вот договорничок мы с вами оформим. Это лучший вариант для вас, и я надеюсь, вы согласитесь. В противном случае Италия уничтожит очень много ваших солдат и вашего населения. Советский Союз, ваше предложение горькое, но ситуация на фронте не оставляет нам иного выбора для спасения нации. Мы принимаем эти условия протектората, чтобы остановить кровопролитие и сохранить наши границы хотя бы формально. Мы готовы встретить итальянцев в Аддис-Абебе. Все. Ждем начала процедуры прекращения огня. Эфиопия отведет свои войска до Аддис-Абебы, и они ждут ваших представителей, чтобы подписать мир на ваших условиях, Италия. Вот такой вот я посредник крутой. Я надеюсь, вы примете во внимание мою поддержку вас в этой войне и то, что я смог убедить Эфиопию закончить так быстро войну, чтобы вы могли перевести свои силы в другое место. И я надеюсь, что мы с вами по итогам этой мирной конференции получим возможность заключить торговые соглашения, а также некоторые пакты, которые могут в будущем принести нам обоим выгоду. Рим приветствует успешное завершение эфиопской кампании. Ваше посредничество Советский Союз оказалось на удивление эффективным, и мы ценим, что вы помогли Хайле Селасси осознать неизбежность итальянского триумфа. Мы немедленно отправляем делегации в Аддис-Абебу для оформления итальянской в Восточной Африке. Это позволит нам высвободить дивизии для укрепления позиций в Европе и Средиземноморья. Касается ваших предложений по торговле и пактам, мы крайне заинтересованы. Италия готова обсуждать экономическое сотрудничество, которое поможет нам обоим противостоять британскому доминированию. Мы признаем ваш вклад в эту победу и ждем начала переговоров в будущем нашем сближении. Я предлагаю, чтобы мы, во-первых, для того, чтобы сблизились официально, заключили пакт о ненападении длиной в 20 лет.
это только начало. Также я предлагаю, что в знак нашей будущей дружбы вы создадите у нас в Киеве военную базу для совместных разных учений, а мы создадим в Риме нашу военную базу для совместных военных учений. Ребят, это просто кайф. Все, Италия поддерживает нас. Все, мы согласны на 20-летний срок обязательств, так как это обеспечит нам необходимую стабильность в Европе, пока мы обустраиваем итальянскую Восточную Африку. Все, офигенно. Мы глубоко признательны за ваше содействие прекращению этой кровопролитной войны. Эфиопский народ никогда не забудет, что именно Москва протянула руку помощи в час великой нужды. Конец войны, Аддис-Абебское соглашение, ребятушки. При посредничестве Советского Союза боевые действия в Африке прекращены. Согласно договору, Эфиопия становится протекторатом, передавая контроль над внешней политикой обороны Италии. Хайли Селаси остается на троне, но итальянские гарнизоны размещаются в ключевых, внимание, городах. В столицу входят советские наблюдатели для контроля за соблюдением условий мира. Советско-итальянский пакт о дружбе. В Риме Муссолини и советская делегация торжественно подписали пакт о ненападении сроком на 20 лет. Соглашение шокировало Лигу наций, фактически разрушив единый фронт против агрессора. Стороны договорились о создании военных миссий в Киеве и Риме для обмена опытом, что символизирует новый геополитический блок на карте Европы. Разрыв отношений между Польшей и, как вы видите, Советским Союзом. После отказа Варшавы допустить советские войска на свою территорию, Советский Союз объявил об отзыве своего посла из Польши. Красная армия начала демонстративные маневры вдоль линии Корзона. Польское правительство привело армию Приморья в полную боевую готовность, ожидая удара со стороны Данцига или восточной границы. Так, японские протесты против советско-американского сближения. Данцигская крепость, завершение укрепления. Так, у нас тут укрепления появились в Данциге, то есть мы полностью Данциг приватизировали, скажем так. Советские инженеры завершили первый этап модернизации порта Данцига. Город фактически превращен в изолированную советскую цитадель внутри польского коридора. Артиллерийские позиции теперь прикрывают выход Польши к морю. Варшава называют это петлей на шее польской независимости. Польша, мы видим, к чему все идет. Я предлагаю срочную дислокацию наших всяческих действий. Я могу отозвать свою армию, вы можете отозвать свою армию. Нам нужно торговать и развиваться. Зачем нам воевать и убивать друг друга? Что я предлагаю? Я хочу, чтобы вы остались независимыми, свободными. Мы знаем, что ваша экономика не в порядке. Вы сильно зависите от всей Европы. Вы зависите от наших поставок чернозема. Вы зависите от германской промышленности. Мы предлагаем инвестировать в вашу страну фабрики разные. Производственные, непроизводственные, гражданские, негражданские. Но взамен единственное, что мы просим от вас, это перестать на нас гнать, как будто мы враги всего мира. Мы хотим построить военную базу в Познане, чтобы, если что, иметь влияние на Третий Рейх. Или вы думаете, что Третий Рейх рано или поздно на вас не нападет? Да, блять, да. На фоне превращения Данцига в крепость и оккупации Литвы мы осознаем угрозу со стороны Берлина, но ваше предложение создания базы в Познане не помощь, а попытка лишить нас суверенитета и окружить польские земли своими войсками. Инвестиции в промышленность не могут стать ценой нашей свободы и территориальной целостности. Если вы действительно желаете разрядки, отведите части Красной Армии от линии Корзона и прекратите блокаду коридора. Вместо того, чтобы требовать размещения гарнизонов в сердце нашей страны. Польша не станет вашим протекторатом ни ради экономики, ни ради мнимой защиты от Рейха. Мы готовы к торговле на равных условиях. Окей, раз Польша такая у нас, окей, что мы делаем? Раз Польша отказалась от наших всяческих попыток дружбы и так далее, я решаю, что пора в этой Польше сменить режим. Режим, который сейчас у Польши, он ведет в пропасть, скажем так. Поэтому я отправляю своих агентов во все регионы, а также в столицу Варшаву и начинаю тратить безумные деньги для того, чтобы подкупать польских чиновников и не только. Все это мы должны делать в скрытности, пока держим блокаду Польши. Уважаемые прибалтийские страны, а также наш друг Литва, мы хотим вам предложить то же самое, что я предложил для Литвы. Латвия, Эстония, вы маленькие, вам тяжело будет сражаться в соло, и вообще в целом наша поддержка вам будет просто необходима. Что мы предлагаем? Мы предлагаем размещение своих военных баз на вашей территории, вы остаетесь полностью независимыми государствами, мы также начинаем инвестировать в ваши регионы, в ваши земли, вы получаете доход, вы получаете промышленность и качество жизни для ваших жителей. Взамен мы опять же просим размещения наших военных баз и гарнизонов, а также мы просим, чтобы вы дали автономию коммунистам, чтобы русские жители, украинские, белорусские, все наши бывшие жители на ваших территориях могли себя чувствовать комфортно. Вслед за Литвой, Латвия и Эстония официально подписали пакты о взаимопомощи с Советским Союзом. Соглашение предусматривает размещение
размещение контингентов РККА и строительство советской военной базы на территории этих стран. В обмен Москва гарантирует защиту границы, масштабные инвестиции в промышленность. Советский гарнизон Эстонии, Латвии и Литвы. Начало операции «Подкуп Польши». Спецслужбы Советского Союза начали масштабную секретную операцию по дестабилизации польского правительства. Огромные суммы наличных направляются в Варшаву и региональный центр для подкупа чиновников, офицеров и профсоюзных лидеров. Целью является создание мощной пятой колонны, способной осуществить смену режима в условиях советской блокады. Блокада польского коридора усиливается. Советские войска в Данциге и флотилии в Балтийском море полностью перекрыли польский доступ к морю. Все грузы следующих дней задерживаются для инспекции. В ответ Польша объявила введение карточной системы на основные товары, обвиняя Москву в экономическом удушении независимого государства. Прошли также у нас рождественские протесты в Варшаве. В столице Польши вспыхнули инспирированные советской агентурой беспорядки. Демонстранты, отплаченные из секретных фондов, требуют немедленно прекращения конфронтации с Советским Союзом и остановки сенационного правительства. Полиция применила силу для разгона толпы. Так, и у нас, ребят, произошло очень важное событие. У нас германский рейх объявил область Мемель в зоной своих безоговорочных интересов. Коррупционный скандал в польском генштабе. 27 декабря ряд высокопоставленных офицеров польской армии были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза. Выяснилось, что советские агенты сумели коррумпировать часть логистического аппарата армии по морю. Доверие к военному руководству в стране подорвано, что вызывает хаос. Итальянская военная база в Киеве введена в строй. Так, ну они согласны. Ай-яй-яй, у вас недостаточно токенов для этого запроса и купить токены. Блин, ну, кстати, нормальная тема, токены можно покупать. Ну что, друзья, я хочу заявить, что за это время, пока мы с вами играли в эту замечательную игру, я вот таких вот результатов достиг. У меня советская военная база в Риме, я сделал мир, дипломатический мир, я стал посредником и заключил мир в Эфиопии без потерь кучи солдат. Мы взяли с вами вольный город Данциг, то есть он полностью, скажем так, ну, как бы так сказать, помягче, является нашей марионеткой. То же самое я проделываю сейчас с Эстонией, Латвией и Литвой, только под своим, скажем так, сценарием. Развивали промышленность, то есть в Смоленске, Брянске у нас открывались разные предприятия, итальянская военная база у нас в Киеве есть. Также мы с вами, как вы поняли, договорились с США о том, что мы теперь разрабатываем ресурсы на территории Аляски, у нас торговое соглашение. То же самое у нас сейчас будет на Курилах, то есть мы снизили напряженность с Японией. И в целом хочу сказать, пиздец, как интересно в это играть. Если вы хотите продолжение данной интереснейшей партии в моем исполнении, ребят, все зависит от вас. Лайки, подписки, комментарии. И я думаю, что даже вступайте в мой телеграм-канал, потому что я разыграю здесь кучу токенов для этой игры, специально для вас в телеграм-канале. Но это, как говорится, только для элитки, кто досмотрел меня до конца. На связи был Искал, благодарю всех за просмотр, меня безумно затянула эта игра и надеюсь вас тоже. Увидимся в скором времени. Спонсоры выхода этого ролика, мои спонсоры из моего частного телеграм-канала. Подписывайся, чтобы получать эксклюзивный контент и попасть в такие вот классные титры. Спасибо большое Егору Халангу, Федору, Устричному соусу, Путину, Just Doing My Job, Voxman, Тимофей Казанин, Стич, Бебри, Игорь Терабайт, Адлоти, Китайские символы, Блуди Валентайн, Крайсант, Запятая точка, Джентльмен в одну дорогу, Никитос, Робот Дарк, Реолик, Грейкэт, Клик, Иван, Алексей Родионов, Василий Морозов, Ахиллес, Гок, ГТРЯ, Илья, Максим Булгаков, Истер, Озма, Окинибой. Спасибо, ребят, за большую поддержку моего канала. Если хотите стать спонсором, переходите в мой ТГ-канал. Подписывайтесь на основу и подписывайтесь на частник.